Вот такой обалденный вкусный суп из киноа с овощами я сегодня приготовил. И свежеиспеченный хлеб с полуфабриката. А если вы желаете узнать, как я это все сделал, оставайтесь на моем канале, я все покажу. Всем приветик! Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. Это видео будет коротенькое, так как это видео будет импровизация. Вчера на ужин я делал курицу, и на гарнир я сделал киноа. Это дороговатый такой продукт, крупа. Я немножко переборщил и не рассчитал пропорциями как следует. И у меня осталось очень много этой крупы вареной. И чтобы не выбрасывать, я решил сделать из этого суп. Я надеюсь, что результат будет обалденно вкусный. И к этому супу я еще сделаю хлеб с полуфабриката, который делается очень легко. Уже такой хлеб продается. По инструкции выпекается 10 минут. Так что суп с хлебом будет обалденно вкусно и здоровое питание в то же время. А что время не терять, покажу, что и как я буду делать. Здесь у меня куриные ножки уже поставил кипятиться. Как закипит, мы добавим туда овощи. Из овощей у меня тут замороженные овощи, эти мы добавим. Также мы добавим крупу киноа, то, что у меня осталось со вчерашнего ужина. И хлеб. Хлеб сразу перенесу сюда на плот, перенесу все, что было на готове. И сюда же почищу пару картошинок тоже. Так, сам по себе к этому супу я лук нарезать не буду. Но у меня здесь уже жареный сухой лук. Вот этот мы добавим, это в качестве зажарки тоже. И тут я почистил 4 картошки. Сейчас мы аккуратненько порежем. И потом уже по времени приготовления супа там мы добавим это в кастрюлю. Из нарезок только вот у меня сегодня картошка и немножко кориандра мы порежем. И добавим пару томатов у меня свежих. Но иногда продукты остаются, как у меня после вчерашнего ужина киноа осталось. Выбрасывать жалко, потому что дороговато. Тем более я не работаю, а на инвалидности тоже смотрим, как можно сэкономить на чем. И у меня сегодня были планы, что приготовить тайваньскую кухню, но это будет завтра я буду делать. А чтобы продукты не пропадали, вот вышел с положения, я решил сделать суп с этой крупы киноа. Потому что киноа само по себе очень вкусное, мне нравится, и я, когда часто раньше ходил в португальский ресторан Нандас, там у них этот салат делали с киноа. В последнее время я туда ходил, к сожалению, этого салата они уже не делают. Так, и еще пару томатов я достану сейчас. Так, сразу же томаты порежем сравнительно по-крупному. Потому что все равно это все развалится там в кастрюле. И тогда сейчас пенку мы снимем с курицы. И там мы добавим наши специи. И специи я только добавлю соль по вкусу, перец и смесь польских приправ. Итак, у меня курица закипает. И сейчас мы снимем эту пеночку оттуда. Так, сразу же сюда сейчас добавлю соль по вкусу. Примерно знаю, сколько добавить соли. Потом еще проверю, то еще можно добавить. И добавим перец.
Вот так, пару горошек. И сюда же добавлю сейчас смесь польской приправы, пускай потихонечку это у нас кипит на маленьком газу. Итак, теперь пора добавить сюда крупу киноа. Две ложечки добавил туда киноа. Так. Отправляем сюда овощи замороженные. Жареный лук. Это в качестве зажарки. И отправляем картошку с томатом. Вот так. И сейчас я порежу кориандр быстренько, и еще и кориандр сюда добавим. Это свежий кориандр. Люблю везде зелень добавлять. Зелень всегда дает такую свежесть супам или блюдам. Так, и отправляем это в кастрюлю теперь. И пускай потихонечку это у нас варится до готовности овощей. Ну вот такой обалденно здоровый суп у меня сегодня получился. Получилось обалденно вкусно. Киноа с овощами. И, конечно же, я сделал хлеб с полуфабриката. Хорошо пойдет с этим супом. Итак, сегодня с вами поделился еще одной идеей, что можно приготовить в качестве супа. В моем случае я использовал остатки киноа со вчерашнего ужина, так как я пересчитал своими пропорциями. А крупа сама по себе это дорогая, но в то же время, чтобы не выбрасывать, я решил ее использовать в супу сегодня. И сделал киноа с овощами. Честно скажу, получилось обалденно вкусно. Я даже не ожидал. Ну, мы у себя дома всегда экспериментируем, и всегда что-то можно получить. Приятный результат или приятный сюрприз, то, что у меня получилось сегодня. И к этому я сегодня сделал еще хлеб с полуфабриката, который очень удобно выпекается в духовке, только 10 минут по инструкции. И получился обалденный вкусный ужин. Я надеюсь, что сегодняшнее видео вам даст какую-то идею сделать то же самое, почему бы и нет. Просто иногда можно использовать продукты, что остаются с предыдущего дня, чтобы не выбрасывать, чтобы экономить, то можно их пользоваться, как сегодня я сделал с киноа. На этой аппетитной ноте хотелось бы попрощаться, пожелать вам самого наилучшего. Берегите себя, берегите друг друга. Всем крепкого здоровья, всем мирного неба, приятного аппетита и пока-пока.